Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. У нас с вами близится новый 2023 год, и давайте в преддверии этого временного периода сделаем с вами прогноз для каждого знака зодиака. Сейчас мы с вами посмотрим на то, что ждет близнецов в 2023 году. Выбирать ничего не нужно, для всех будет одна единая позиция. И мы сейчас с вами посмотрим все основные сферы, что ждет вот в этих направлениях близнецов. Итак, близнецы. Давайте посмотрим общую атмосферу следующего года для этого знака зодиака. Как интересно, смотрите, ну у вас однозначно идет движение вперед. Причем вам удастся наладить отношения, завести какие-то новые знакомства, наладить, выстроить мосты с теми людьми, которые вам помогут двигаться вперед к намеченным целям. Карта корабль, это, знаете, это вот как стремление к своим мечтам, это как реализация задуманного. Причем здесь задуманное не такое, что вот там пойти в магазин, купить там продуктов, приготовить ужин, а какие-то глобальные цели и планы. Плюс, смотрите, в процессе всего этого вас ждут такие моменты, когда вы более детально можете рассмотреть те ситуации, которые вас окружают. Где-то вам придется снять маски, где-то наоборот маски надеть. Причем маски вы снимать можете не только с себя, а с окружающих. Это, знаете, такие очень, я бы сказала, сложные и глобальные ходы, глобальные действия, которые, опять же, помогают вам сначала детально увидеть ситуацию, как-то, вот знаете, вот в более кропотливом аспекте, когда более тщательно вы рассматриваете каждый нюанс. Далее рассмотреть варианты достижения поставленных целей, ну и, собственно, к этим целям двигаться. Причем, еще раз повторюсь, вас будут окружать нужные люди, нужные знакомства, нужные связи для того, чтобы достичь желаемого. И это желаемое, это масштабно, это очень значимо, а не по мелочи. Что ждет близнецов в работе? В работе. У многих здесь либо новая должность, либо смена места работы отыграется. Сложно будет принимать решения, сложно будет уходить, менять. Прям 3 старших аркана, посмотрите. Однозначно будут какие-то перемены, но здесь перемены к лучшему. Очень важно уметь устоять перед тем искушением, которое влекут за собой вот эти вот перемены. Потому что здесь, судя по всему, будет, как, знаете, вот проверка на прочность. Здесь настолько высоко вы подниметесь, здесь настолько высоко вы взлетите, что... Вы знаете, главное не зазнаться, да, говорят, пройти огонь, воду и медные трубы. Вот здесь и медные трубы будут, и испытания властью, испытания деньгами будет. В целом все хорошо, в целом вам все очень нравится по работе, вас все очень радует. Единственное, что вот принятие решения относительно того, чтобы вот поменять либо должность, либо место работы и устоять перед вот этими искушениями. Карьерный рост, поэтому все вот хорошо по работе. Единственное, что вот оставайтесь человеком, всегда по совести действуйте, потому что когда мы не проходим эти испытания, да, то есть мы пасуем перед трудностями, либо как-то вот, знаете, зазнаемся, совершаем ошибки, это потом, естественно, не на пользу нам, не на пользу тому, что с нами дальше будет. Поэтому важно уметь держаться, держать себя и придерживаться таких главных своих жизненных принципов. Что с финансами в следующем году у близнецов? С финансами. Так, финансы. Финансы. Прям туз пентаклей. Прям вот, знаете, полные карманы.
и достаток, и заработок, и прибыль. Здесь все чудесно, все прекрасно. Будут расходы. Здесь и доходы, и расходы будут. Важно не упустить шанс на то, чтобы заработать. У многих, кто планирует приобретение недвижимости, недвижимость будет приобретаться. Но вот смотрите, что касается заработка, доходов и расходов, вот здесь важно умело все это сочетать и не совершать каких-то необдуманных поступков, потому что деньги здесь будут. Вы в денежной сфере вращаетесь. Пятерка пентаклей — это, знаете, как упущенные шансы. Вот не упустите тот шанс, когда эти деньги будут идти к вам в руки. Не отступитесь, потому что такие моменты весьма... Ну, башня, она такая карта, которая хороша для недвижимости. Очень у многих здесь отыграется то, что действительно заработок будет хороший, и львиная доля этого заработка, она будет потрачена на покупку недвижимости, на ремонт недвижимости. Но также это может быть связано, ну давайте уточним, это может быть связано с какими-то неожиданными событиями. Нет, у большинства здесь отыграется в положительном аспекте приобретение там дома, дачи, комнаты, квартиры, ремонты. Здесь вы глобально ничего не теряете. Здесь у большинства все-таки вопросы недвижимости по деньгам, потому что четверка пентаклей, вы ничего не теряете, вы в стабильности находитесь. Как бы вы, даже если вы будете упускать те шансы, которые идут к вам в руки, это... не то, что вот прям, знаете, вот все пропало, шеф, вы сумеете выстоять, вы сумеете вырулить. Поэтому с финансовой сферой здесь все хорошо. У большинства, повторюсь, отыграются просто хорошие доходы и такие глобальные расходы на дом, на жилье, на недвижимость. Далее сфера любви. Что ждет близнецов в личной жизни? Ой, а здесь прям король пентаклей, здесь вы при мужчине. Если еще нет рядышком мужчины, смотрите. Страсть, прям огонь. У большинства отыграется либо вот присутствие несвободного мужчины рядом, это может быть новое знакомство, потому что, как правило, вот в этих раскладах фигурными картами выходят новые люди. Но пентаклевый король — это либо мужчина несвободный, либо мужчина при положении, при статусе. И развития здесь нет, либо по той причине, что, опять же, он не свободен, либо по той причине, что вот нужно соблюдать субординацию. Поэтому развития здесь нет, но есть очень сильная страсть. Здесь огонь, здесь может быть близость самая яркая, да, здесь может быть желание друг друга. Здесь очень яркие такие моменты, но развития нет. Смотрите, те, кто в браке, потому что пентаклевый король очень часто отыгрывается так же, как муж, как супруг. Здесь могут отношения в какой-то момент зайти в некий такой тупик, когда он немножечко, вот знаете, вот то ли ослабляет свои позиции, да, этот пентаклевый король. Становится таким когда-то вот холодным, когда-то таким, знаете, вот сдержанным, либо сухим. Ой, еще и королева пентаклей. Вы знаете, все-таки у большинства отыграется здесь такое, что в вашей жизни либо есть, либо появляется несвободный мужчина. И это, естественно, создает такие условия, когда ваши отношения полноценно, полноправно развиваться не могут. Тем не менее, между вами очень сильная страсть. Для тех, кто в браке, здесь могут наблюдаться такие весьма сложные моменты, но здесь же, опять же, где-то холодность, где-то черствость со стороны мужчины, но вы вместе. И страсть здесь присутствует. Здесь такое состояние, когда из всех сложных ситуаций вы успешно выходите. И как есть вот король, королева пентаклей, да, муж и жена на своих местах, так они на своих местах и останутся. Далее давайте посмотрим, к чему же вам стремиться. Близнецы в следующем году. К любви, к союзу, к счастью. Слушайте свою интуицию. Интуиция вас не обманет. Здесь очень важно делать все с удовольствием. В чем-то
возможно, придется себя ограничить. В чем-то, возможно, придется, вот знаете, умерить свои аппетиты. Здесь, опять же, стоит послушать интуицию, свой внутренний голос. Но старайтесь делать так, как велит вам ваше сердце, как подсказывает вам ваша интуиция и ваши эмоции. От чего остерегаться стоит? Вот вы знаете, максимально здесь прям все, что касается стабильности дома, семьи и императора. Смотрите, для тех, кто в браке, вот все, что касается семьи, максимально осторожно, потому что у вас здесь, судя по всему, непростой период будет. Вы его выстоите, вы пройдете дальше. Но вот эти моменты, когда что-то связано со стабильностью, с домом, с семьей, с супругом, вот здесь нужно, как знаете, вот как по лезвию ножа ходите, максимально аккуратными, максимально осторожными. Для тех, кто смотрит на, соответственно, несвободного мужчину, да, император, для тех, у кого личная жизнь отыграется, что рядом не свободный мужчина, вот все, что касается отношений с ним, здесь тоже, пожалуйста, старайтесь, чтобы это было все, ну, так скажем, под грифом секретно, чтобы все было в таком формате очень аккуратным, осторожным и стабильным. Давайте совет для вас посмотрим, близнецы. Будьте терпеливы, умейте ждать. Да, здесь порой нужно будет, знаете, вот уйти в некую такую паузу для того, чтобы мужчина принял решение. Здесь все, что будет связано с отношениями, но здесь больше в личную жизнь уходят и советы, и предостережения. Здесь важно в чем-то себя суметь ограничить и предоставить мужчине право решать, право действовать, право выбирать. Вам нужно терпеливо уметь подождать. Если требуется пауза, выждите эту паузу, выдержите эту паузу, позвольте мужчине действовать и принимать решения, потому что он действительно здесь будет как-то вот притормаживать. Как-то будет такой, вот знаете, где-то холодный. Вам важно чувствами, эмоциями, но эмоциями такими разумными. Не тогда, когда прям вот голову сносит, не тогда, когда вот прям теряете контроль, а весьма сдержанно и аккуратно уметь сгладить острые углы и дать понять мужчине, что ты главный, решаешь ты. Посмотрите, у нас двойка мечей на обороте. Это умение, знаете, выйти на диалог, умение понимать, чего мы хотим получить от человека, да, вот с которым мы взаимодействуем, и умение изложить свою позицию. Во-первых, самих себя понять, и во-вторых, правильно, грамотно преподнести все это нашему оппоненту. Да, у многих здесь все-таки треугольники. Важно уметь пропустить ситуацию через сердце. Ну и мужчина здесь все-таки с чувствами. Мужчина здесь вас любит, поэтому ему важно, да, ему важно предоставить право действия. Вот такой прогноз у нас на 2023 год для близнецов. Благодарю всех за просмотр. Буду благодарна за обратную связь. Спасибо за то, что смотрели это видео. И до встречи с вами вновь.